Офигеть! Офигеть! Ху-ху-ху! Я в шоке. Подождите, что? Драгон Глаз! Всем хай, всем здорово, всем привет, с вами Мамонт, и в этом видео я вам расскажу кое-что о приваточках. Существует ли легальная приватка, которую вы сможете скачать, поиграть, и вас за это не забанят? Обо всем об этом в этом видео. А еще сборочка лучших свежих багов от моих же подписчиков. Напоминаю, у меня есть группа «Баги от подписчиков». Ссылочка на нее в описании. Так что, дорогой друг, если ты нашел какие-то классные баги, обязательно сними их на видео или хотя бы заскриншот и скинь мне по ссылочке в описании в группу. А я уже подумаю, вставлять их в видео или нет. Желаю вам приятного просмотра. Мой подписчик вручную сделал баланс минус 30, и он это описал, как это сделать, давайте почитаем. О баге, об отрицательном балансе. Решил его повторить, чтобы были доказательства ха-хах. Чтобы его повторить, надо подождать, пока накроются сервера, и зайти на рынок. Дальше покупать какой-нибудь скин, будет обработка запроса, и сразу же надо закрывать. И сразу покупаешь какой-нибудь еще скин. Будет такая же обработка. И выходишь из стендоффа. Главное, что ты покупал скин на большую сумму, чем есть на балансе. Все, баг сработал. Но, ребята, если вы будете повторять это, вы не сможете играть со своими скинами, потому что инвентарь блокируется, и вам нужно донатить до тех пор, пока голда войдет в нормальный режим. То есть, если будет минус 1000 голды, вам обязательно нужно купить 1000 голды, чтобы было ровно 1000. И тогда ваш баланс опустится до нуля, и вы сможете использовать свои скины в инвентаре. Так, давайте посмотрим какой-то лютый баг. Челик играет с растянутым экраном, бегает на ножах, катает. А, это очередной баг в гонке вооружений, точняк. Сколько бы этот челик не убивал с ножа, он не сможет выиграть игру, пока кто-то не опередит его. Вот такой вот странный баг. Ему нужно либо выйти с игры, либо подождать, пока кто-то выиграет. Так, давайте-ка посмотрим. 0.13 голды у челика. Он заходит на М40 StatTrack Monster. У него очень плохая графика. И он стоит 999 тысяч голды. 999. Капец. 6 предметов. А всего лишь 3. Ребят! Прикол, на рынке показывают 6 предметов, а на самом деле их всего 3. Об этом же вчера говорили только про Phase 7. Уже и М40 Monster пошла туда же. Но это было при Dragon Rise обновлении, а у нас сейчас новогоднее обновление. И в новогоднем обновлении такой же баг, только с Phase 7. Venom StatTrack Arcana. Оу, так тут еще один старый баг. Но дело не в том, что здесь скин стоит очень много голды. А дело в том, что на статреке отрицательные киллы. Минус 666 миллионов киллов. Как такое сделать, я не знаю. Возможно ли вообще такое? Логически нет. Ну, как вы можете минусовать киллы? Но, как мы видим, в стендоффе все возможно. К огромному сожалению, мы не видим, новое это обновление или старое, потому что я не вижу voice-чата. Но voice-чат можно отключить в настройках, поэтому, возможно, это новое обновление. Баг реально стрёмный. Ну, представьте, вы идете и видите чела наполовину в земле. Сначала может показаться, что у него оторвало ноги, наверное, но оказывается он просто стоит на дополнительной текстуре под текстурами. Давайте глянем, что на этом видео происходит. Челик падает, его P350 начинает просто рассыпаться. Интересно было бы узнать у разработчиков, что влияет на то, что скины начинают рассыпаться. Падает ли на самом деле персонаж, или же стоит просто на месте из-за того, что он слишком далеко, или что, какая-то скорость большая, непонятно. Но в CSGO, кстати, такая же фигня, когда вы проваливаетесь сквозь карту, вы летите, и ваши текстуры все начинают просто рассыпаться, как в стендоффе. Интересно. О, здесь вообще просто полный капец. Вы посмотрите, текстуры прям гнутся. Как будто это какое-то другое физическое пространство с другим давлением или что, непонятно. Мне всегда было интересно, из-за чего это, как, но, к сожалению, разработчики настолько заняты, что, наверное, не смогут ответить мне на этот вопрос. И тем более, возможно, это является каким-то суперсекретом, который нельзя никому знать. Ну, как всегда, как обычно. Стреляет в осмотре оружия. Я не знаю, новый это баг или старый, потому что качество картинки просто ужасное. Но у меня есть подозрение, что подписчик просто заскриншотил видео у какого-то ютубера и обрезал сверху и снизу, чтобы не было видно, кто играет, сколько хп, какие аватарки и так далее. И новое это обновление или старое, потому что по иконке снизу можно определить старое или новое обновление.
Когда я просил у разработчиков поменять этот ник, прошло столько времени, до сих пор можно ставить вот такие длинные ники, которые мешают играть. На весь экран просто вылазит и все. Кто-то там умер в килл-чате. Зачем мне это видеть на весь экран? Зачем? Может, я вообще не хочу смотреть в килл-чат. Он только мешает и отвлекает. Когда уже добавят возможность отключить HUD, как это было раньше? Почему эту функцию просто убрали? За что? За что? Пожалуйста, верните это. Челик решил раздиффузить бомбу. Минус 21. Когда он ее раздиффузит? Завтра или послезавтра? Неизвестно. Так, смотрим видосик. Бомба пикает. Ага, бомба пикает. Кстати, у него как будто 120 FPS. Так красиво. После всех этих страшных видео в 20 FPS, 60 FPS кажутся самыми классными. Лол, бомба просто лежит, но не видно ничего, ни анимации, ни звуков, ничего, просто стоит. У меня однажды был такой баг, что мы заплентили бомбу, и она сразу же моментально взорвалась. А был еще баг, когда бомба стоит, я начинаю диффузить, и она сразу же взрывается, не произнося вот этот звук пи-пи-пи-пи-пи-пи. То есть не было, просто пи-пи, сразу взорвалась. Кстати, в обновлении 0.18.0 уже играть нельзя. Написано «Доступная новая версия» и нужно скачивать уже новую, поэтому фармить опыт уже нельзя. Кстати, заметьте, разработчики не сразу отключили версию 0.18.0, то есть мы легально могли дальше продолжать играть, не обновляя игру. Но если вы уже обновили хоть раз игру, откатывать запрещено, не рискуйте, возможно вы получите бан. Чел достает оружие, как будто это нож самурайский. За спины, но это юз, распавшийся на текстуры. Как вообще им удается ловить такие крутые кадры? Вот реально, как будто он резко достает такой из-за спины какую-то катану. Но это не катана, а юз распадается. Майкл Джексон. Не, ну реально, Майкл Джексон в прямом смысле. Еще бы здесь лунную походку, он как будто только собирался ее делать. Не, ну, это капец. Кстати, недавно сервера ложились спать. Это было вчера. Я не знаю, почему так происходит, но, возможно, потому что да. Но я не замечал проблем, я снимал фон, я играл ММ, я настроил настройки. Я и трейдился, и не видел этой проблемы. Возможно, это только на некоторых серверах. Ля, это имба. 140 серебра за каточку. Нормально так. Прикол за удачу 100, и за гитбонус 500, и за хорошую игру 40. Вот это имба была бы. Смотрим какой-то видосик. О, прикольно, прикольно. Оружие залагало. В 3D прям, видите? Дробовик прям проходит сквозь текстуры оружия на экране. Интересно, с чем связан этот баг? Почему он вообще происходит? Я ни разу в жизни не видел, чтобы персонаж, который залагал, был с оружием в руках. Вот, он стоит с оружием, но его на карте не видно. Получается, первый за всю историю Standoff 2 невидимка с оружием. Но невидимка он, походу, только для одного из тиммейтов и для карты. Ну, странно. Еще один раз диффуз до минус 8 секунд. Нормально. А теперь отвечу вам на вопрос. Так где же скачать приватку с этими скинчиками, с голдой на балансе? Ребят, в Play Market скачивайте Standoff 2 и сами трейдитесь до такого уровня. Я трейдился очень долго. Почти 5 лет трейжусь. Когда вышел рынок, сразу же начал трейдиться. Не, ну я не сразу умел трейдиться. Я учился и со временем уже научился, обрел какие-то навыки и теперь знаю, что можно покупать, чтобы продать подороже. Понимаете, ребят, нет никаких нормальных легальных приваток. За все приватки банят. Лучше сами постарайтесь себе накопить на нормальный нож и играйте честно. Это же намного лучше, чем качать какую-то приватку, а потом ее удалить через месяц и жалеть про свой настоящий аккаунт. Потому что скачивая приватки, вы нарушаете правила и ваш настоящий аккаунт Standoff 2 блокируется. Поэтому не советую, не качайте приватки. Я, например, ни разу в жизни не играл в приватку. Поэтому, ребят, будьте разумными, не качайте читы, не качайте приватки, а трейдитесь сами, развивайтесь, играйте в Standoff 2. А я вам советую посмотреть вот это видео, если вам нужна голда, смотрите видео до конца, там фармы лютого серебра просто огромное количество, до конца это полезный ролик, всем пока, всем